Как часто здоровый мужчина должен заниматься сексом? Чтобы узнать подробности, смотрите это видео до конца. Друзья, здравствуйте! Хочу обсудить с вами, как часто и сколько мужчина должен заниматься сексом с пользой для себя и без ущерба для своего здоровья. Я не являюсь сторонником тех, кто говорит, что мужчина должен как можно реже заниматься сексом, так как при этом он расходует свою энергию и семя, которое у него вырабатывается с очень большими энергозатратами, и что сексом необходимо заниматься только по его прямому назначению, то есть для зачатия. Также я не являюсь сторонником и не разделяю мнение тех, кто говорит, что чем чаще мужчина совершает половые акты, тем полезнее для его здоровья, так как этим он не допускает застойных явлений в малом тазу. Конечно, и в том, и в другом случае здравый смысл есть. Давайте будем с этим разбираться. А вы как считаете, с какой периодичностью у мужчины должна быть интимная близость? Пишите свои мысли в комментариях, под этим видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Периодичность занятий сексом мужчиной зависит от многих факторов, как зависящих, так и не зависящих от него. Это место проживания, климатические условия, время года, наличие постоянной партнерши, режима и места работы, рациона, телосложения, возраста, коммуникабельности и многих других факторов. То есть, к примеру, весной, когда просыпается природа, у людей тоже активизируется секреция желез, которые регулируют половое поведение человека, приводящее к увеличению либидо. Или острая пища, употребляемая в большинстве южных регионов, способствует раздражению мочевыводящих путей мужчины, что также активизирует его сексуальное желание. Опять же, вахтовые методы работы не способствуют регулярной сексуальной жизни. Но также есть исследования, которые говорят о том, что чем чаще человек занимается сексом, тем он выглядит моложе своих лет, плюс стройнеет фигура. Однако при этом действительно, во время секса тратится большое количество мужской энергии, на восстановление которой уходит какое-то время в зависимости от возраста, в которое он чувствует упадок сил и апатию, почему и спортсменам не рекомендуют перед ответственными соревнованиями занятия сексом. Замечали ли вы у себя такое опустошение? Пишите об этом в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Как часто должен мужчина заниматься сексом? Да все индивидуально для каждого мужчины. Все зависит и от вышеперечисленных факторов, и от его желаний, и возможностей самого мужчины. Если мужчина быстро восстанавливается как в физическом, так и эмоциональном плане, и его желания совпадают с его возможностями, то можно и чаще. Как говорится, ни мыло, не измылится. А если нет, то необходимо просто смотреть, понимать и чувствовать, сколько достаточно, чтобы не было истощения. Кстати, тоже такое бывает. А еще, чтобы секс не превращался в работу и не приедался, так как при этом еще и теряется какой-либо интерес к партнерше. Чтобы компенсировать потерю энергии, которая все равно теряется рано или поздно, даже при сухих множественных оргазмах у мужчин, есть способ не отдавать ее женщине для их энергетической подпитки, а перенаправить в нужное русло с пользой для себя любимого. Как это сделать, вы можете узнать под этим видео. Еще под этим видео вы сможете узнать, как научиться абсолютному контролю за семяизвержением, достижению мужчиной множественных оргазмов и много чему еще другому. Получите очень много другой информации по своему совершенствованию в сексе. Все контакты для связи со мной вы найдете также под этим видео. Делитесь этим видео с друзьями, смотрите другие мои полезные ролики на канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, а то пропустите много интересного. Благодарю вас за внимание, всего вам самого замечательного. До свидания.